Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости о сыне Руслана Байсарова и Кристине Орбакайте, Дэне Байсарове, и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Вот уже на протяжении 1,5 лет десятки тысяч россиян с тревогой следят за судьбой отважного молодого человека Дэни Байсарова, который совершил благороднейший поступок, спас свою родную сестру от верной гибели. Дэни Байсаров стал донором для своей сестры Клавы и отдал ей свою почку. Однако для самого Дэни Байсарова все сложилось трагически. Он не смог оправиться после тяжелой операции и в течение последних 1,5 лет находится в критическом состоянии здоровья, то в реанимации, то в состоянии комы. За это время у сына Руслана Байсарова и Кристины Орбакайте появились другие тяжелые заболевания. У него отказали ноги, была обнаружена злокачественная опухоль, и у Дэни Байсарова появились колоссальные проблемы с сердцем. Однако настоящая трагедия произошла накануне вечером. В Центральной московской больнице проводили для Дэни Байсарова срочную операцию на сердце, которая, к сожалению, прошла неудачно. По словам лечащих врачей, причиной неудачной операции стала запущенная стадия болезни Дэни Байсарова и тот факт, что молодой человек почти 2 года находился в коме в неподвижном состоянии. К сожалению, у молодого человека произошла остановка сердца, и Дэни Байсаров перенес клиническую смерть. Состояние Дэни Байсарова на данный момент остается критическим. На данный момент в семье молодого человека и другая трагедия. Его отец, известный бизнесмен Руслан Байсаров, совсем недавно получил тяжелые ранения. К слову сказать, что антикоррупционный комитет во главе с Никитой Михалковым взял шефство над Дэни Байсаровым и готовит громкий судебный процесс против его матери Кристины Орбакайте. Сотрудники антикоррупционного комитета хотят доказать тот факт, что Кристина Орбакайте своим недопустимым отношением к своему сыну стала косвенной причиной страшной трагедии. Надо отметить, что за 1,5 года страшного заболевания ни бабушка Дэни Байсарова Алла Пугачева, ни его мать Кристина Орбакайте ни разу не навестили молодого человека. Более того, Кристина Орбакайте почти напрямую виновна в неудачной операции для Дэни Байсарова. Еще полгода назад Кристина Орбакайте незаконно потратила деньги, которые предназначались для лечения ее сына Дэни Байсарова. Кристина Орбакайте использовала их для организации своего гастрольного тура. Со временем она планировала вернуть данную сумму, но концертный тур был отменен, а деньги пропали. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Пресс-служба организации сообщает несколько печальных новостей из мира шоу-бизнеса и культуры. Завтра в последний путь проводят российскую актрису Анастасию Заворотнюк. Прощание начнется в 10:00 по местному времени в Покровском монастыре, а похоронят Анастасию Заворотнюк на Троекуровском кладбище столицы. Сегодня в городе Саратове на концерте известного певца Владимира Кузьмина произошла трагедия. У Владимира Кузьмина случился сердечный приступ прямо во время музыкального выступления. Артист был госпитализирован. Его состояние здоровья тяжелое. Примечательно, что несчастье произошло в день рождения известного певца. Сегодня Владимиру Кузьмину исполняется 69 лет. Члены организации по борьбе с преступностью и коррупцией Никиты Михалкова направляются на новую антикоррупционную проверку. Теперь сотрудники комитета будут работать в Крыме и в Краснодаре. Антикоррупционная проверка займет минимум 2 недели. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.